Всем привет! Кто впервые на моем канале, это не тест-драйв. Сегодня мы говорим о плюсах и минусах конкретной модели. Многие меня просили рассказать о Hyundai Santa Fe третьего поколения с 2012 по 2017, начало 2018 года. Стоит ли покупать сейчас эту модель в пределах 1 миллиона рублей? Плюс-минус 100 тысяч. За меньше, чем миллион вы навряд ли ее найдете. Скорее всего, это будет миллион, 1 может быть чуть больше. Что касаемо этого поколения. По двигателям. Большая часть Santa Fe, естественно, ставилась и поставлялась атмосферными бензиновыми моторами 2,4 литра, 175 и потом 171 лошадь была после рестайлинга. Остальные были снабжены турбодизелем 2,2, в принципе, очень популярным, 2,2 литра, 197 лошадиных сил, после рестайла было 200. Собственно, не особо поменяли прошивку и вперед. Модель Grand Santa Fe, помимо турбодизеля, были еще у них и V6 3,3 литра, и после рестайлинга там еще мощность поменялась, была 249 лошадиных сил. На других рынках доступность хороших моторов в принципе была побольше. Там были и с непосредственным впрыском 2,4 GDI, если не ошибаюсь, 192 лошадиных силы. И был турбированный мотор 2.0 с 265 лошадиных сил. И турбодизель 2-литровый был на 150 и 184 лошадиных силы. Так вот, что касаемо самых массовых бензиновых 2.4 MPI, которые были конкретно с 2012 по 2014 год. Этот двигатель мог застучать у владельца или заклинить в результате проворачивания вкладышей, буквально чаще третьего, реже четвертого цилиндра. Мог как на 100-150 тысяч, а мог так и на 50 тысяч это случиться. Порой там обрывался и шатун. Насколько я знаю, большинство этих случаев признавались гарантийными. Стоит, кстати, сказать, есть владельцы, которые пробежали на этом моторе 200 и 300 тысяч километров, и ничего у них в принципе не случилось. В 2015 году этот мотор получил увеличенный поддон, другой масляный насос, и подобные случаи, насколько я знаю, исчезли вообще. А в 2018 году на новых уже Santa Fe этот мотор доработали и добавили дополнительные масляные форсунки для охлаждения шатунно-поршневой группы. Насколько это надежно и изменило ли это эти косяки, сложно сейчас сказать. Во всяком случае, на новых моторах с очень маленькими пробегами, пока это непонятно. Что касаемо дизеля 2.2 CRDI, который ставится на многие корейцы, это достаточно хороший мотор. Единственное, там иногда выходит из строя кое-что по навесному оборудованию. Например, отказывает, датчик давления наддува. Это мелочь. Падает тяга из-за этого. Стоимость там ремонта 2000 рублей. Не особо критично, Но может накрыться и турбина. Выходит из строя привод клапана турбины, тот же актуатор, или сама турбина. Стоимость, кстати, ее 50-60 тысяч рублей за аналог. Оригинал не знаю, сколько стоит, гораздо больше. Самое интересное, что у Hyundai турбонагнетатель относится к навесному оборудованию, а не к двигателю. И поэтому гарантия на него всего 3 года. Часто на этом моторе выходит демпферный шкив коленвала. Имеют владельцы 2.2 CRDI знакомство с пробоем прокладки блока цилиндров. Правда, на больших пробегах 100-150 тысяч. Замена стоит 25 тысяч рублей, собственно, ничего критичного. Чаще всего данный косяк встречался, конечно же, у моторов именно 2012-2014 года выпуска. Кстати, если есть проблемы на Santa Fe с дизелем с запуском зимой, то надо смотреть плохой контакт в шине, соединяющие свечи накала и провода. В других случаях бывает подводит блок EMS. Стоимость 1500 рублей, так что не критично. Топливная система на турбодизеле достаточно надежна, но есть такие моменты, что в условиях рука-жопа сервисов, как вы знаете, при обслуживании мотора, при установке нового топливного фильтра, многие пытаются запустить двигатель на сухую, без предварительной прокачки и создания давления в ТНВД. Это чревато преждевременным износом ТНВД, стоимость его 60-70 тысяч рублей. Запуск необходимо производить
после прокачки топлива с помощью сканера, собственно. Как, впрочем, полезно на всех дизелях с системой Command Rail. А КПП на Santa Fe достаточно надежная. До ремонта, как правило, доходило тоже в первых годах выпуска 2012-2013 года. Внутри коробки самопроизвольно откручивались какие-то болтики и превращали содержимое автомата, реально в фарш. Один из характерных предупреждающих сигналов – это рывки при движении задним ходом. Так что имейте в виду. В остальном автомат надежный и каких-то особых, скажем так, недостатков у него не замечено. Система полного привода. Отвечает многодисковая муфта Magna, собственно, с электрогидравлической блокировкой. Santa Fe нормально ездит, в принципе, муфта особо не перегревается, но система полного привода на Santa Fe где-то к 100-150 тысячам километров коррозия уничтожает шлицы промежуточного вала и соединения, раздатки именно с коробкой. Причина, собственно, банальна: недостаток конструкции и плохая герметичность соединений и склонность к коррозии в результате попадания влаги. Как вы знаете, из-за этого, хотя такая ерунда есть на многих автомобилях, и у Volkswagen, и у BMW, в конце концов срезает шлицы. Кроме того, может произойти обрыв чашки дифференциала. Ремонт потянет 1000 на 40. Чтобы этого избежать, нужно периодически делать профилактический осмотр и смазывать все эти проблемные места. Кстати, это конструктивный недостаток, и он как бы был признан корейцами, и, по-моему, в 2015 году машины пошли с дополнительным сальником. Но эффективна ли эта доработка, я не знаю. По-моему, случаи также появляются, но на больших, повторюсь, больших пробегах. Это, кстати, еще не все. В муфте может срезать втулку. Кардан крутиться не будет, ремонт вам обойдется где-то в 10 тысяч рублей. А новая муфта стоит от 50 где-то. Интересно, кстати, что конструкция муфты не предусматривает обновление рабочей жидкости. Это, наверное, корейцы у немцев подсмотрели также. Однако со временем, как всегда, смазка все-таки коксуется, фрикционные муфты начинают подклинивать. Ощущается это, как правило, таким подталкиванием в поворотах при движении, особенно по сухому асфальту. Советую не ждать этих симптомов, а в профилактических целях обновлять просто жидкость. Это делается несложно и, собственно, недорого. Если же появились толчки, то нужно будет снимать муфту, хорошенько чистить и провести дефектовку. Достаточно обычно чистки и обновления жидкости. Если вас постигнет такая неудача, как расколовшийся корпус заднего дифференциала, то вы попадете как минимум на 100 тысяч рублей. Это, кстати, может быть случиться на Santa Fe 2013 года выпуска. Чаще всего проблемы с трансмиссией затрагивают автомобили, как правило, с дизельными моторами, причем не только в процессе передвижения по пересеченной местности, но и просто во время обычного интенсивного, скажем так, разгона. Но это не массовый характер. По ходовой, что хотелось бы сказать. Santa Fe имеет простую конструкцию: стойку Макферсон спереди, рычаги, и сзади прикрепленные к развинтому подрамнику. В ходовой чаще всего жалуются на стуки в рулевом управлении, даже на 50-70 тысяч километров. Первоначально это был гарантийный случай, меняли рулевые рейки, рулевой вал, но потом, насколько я знаю, сказали, что это конструктивная особенность электрорейки и никакой замены вам не светит. Между тем, избавиться от стуков можно, просто наполнив рейку смазкой. В крайнем случае можете поменять рейку на аналог. Она не очень дорого стоит, оригинал, конечно, будет стоить минимум 40-50 тысяч рублей. В общем, элементы подвески как таковые на Santa Fe ничем не хуже и, собственно, не лучше, чем у других производителей и одноклассников. Свои 120-150 тысяч они спокойно прохаживают. Поэтому потихоньку, если вы купите Santa Fe, например, 2012 года выпуска, нужно будет обслуживать тот или иной узел. Конечно же, на больших пробегах придется менять и шаровые, и наконечники, и ступицы, и, собственно, и сайлентблоки рычагов. Но какой-то повальной замены и сыпания подвески на Santa Fe, в принципе, не замечено.
На машинах с электронным стояночным тормозом могут, кстати, быть заблокированы задние колеса, причем разблокировать просто штатным способом у вас не получится. Это чаще всего бывает, когда из-за износа колодок пропустили их критический износ, и стояночный тормоз затягивает колодки, резьба уходит из рабочего диапазона. Система полагает, что ручник уже снят. В качестве разблокировки приходится просто демонтировать блок. Для Santa Fe 2012-2014 года выпуска был такой косяк с работой дневных ходовых огней, которые, как вы знаете, достаточно выделяли эти машины. Причина банальна: сильный нагрев и отпаивание резисторов. Достаточно простой ремонт, любой нормальный так электронщик отремонтирует вам за пару-тройку тысяч рублей. Короче, покупает ли Santa Fe второго поколения на вторичном рынке? Мое мнение, лучше присматриваться к рестайлинговым моделям Santa Fe. Но за эти деньги, которые за них просят, вы можете купить более качественные автомобили, такие как, например, Lexus RX. Ну а с вами был Акер Механик. Всем спасибо и огромной вам удачи, друзья!